Привет. Если ты в своей игре на Unity загружаешь ассеты через ресурсы Slot или закидываешь ссылкой на MonoBehavior, то это видео для тебя. Unity Addressable System позволяет добавить любому ассету адрес и загружать его в рантайме. Под капотом она автоматически считает количество ссылок на ассет и выгружает его из памяти при нуле. Плюсы использования. Единый код для загрузки как из локальной папки на устройстве, так и с удаленного сервера. Уменьшение времени билда и времени запуска приложения. Дополнительный профайлер. И ассеты могут находиться в любой папке проекта. Устанавливаем через Package Manager. Окно Addressables содержит список всех ассетов, имеющих адрес. Для работы нужны некоторые конфигурационные файлы. Создадим новые. Создадим префаб куба. Чтобы добавить ему адрес, можно перетащить его на нужную группу. Либо поставить галочку в инспекторе. По умолчанию адрес содержит путь к файлу. Упростим его. Напишем скрипт для загрузки. Добавим 3 действия. Создать новый куб, уничтожить последний куб и уничтожить все кубы. Для GameObject'ов используем метод InstantiateAsync. Он загружает в память и создает объект на сцене. Можно использовать LoadAsync, но он просто загрузит в память, а создавать на сцене нужно будет самому. Первым параметром передается адрес ассета. Загрузка происходит асинхронно, поэтому подписываемся на событие окончания и добавляем созданный куб в список. Чтобы уничтожить куб, используем метод releaseInstance. На сцене создадим канвас и 3 кнопки. Откроем окно профайлера. Убедитесь, что в настройках установлена галочка «Отправлять ивенты». Запускаем игру, создаем и уничтожаем кубы. Видим, что в профайлере напротив нужного ассета изменяется зеленая полоса. Она отображает количество ссылок на объект. Если ссылок не остается, он выгружается из памяти. Ассеты могут иметь одинаковые адреса. При загрузке можно указывать тип объекта и использовать лейблы. Рассмотрим на примере загрузки текста на разных языках. Добавим 3 действия. Загрузить текст на английском, на русском и очистить.
Передаем в метод load_assets_async список, содержащий адрес и лейбл ассета. Результатом загрузки является список ассетов. Берем первый. Создадим два текстовых файла, содержащих текст на английском и русском языках. Укажем им одинаковый адрес, но разные лейблы. Создадим три кнопки и поле для вывода текста. Проверяем работу. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал.